Всем привет, друзья! Сегодня буду делать украшения вот с таким кулончиком. Посмотрите, какая красота. Здесь камень реолит называется. Когда я покупала это, в описании было написано. Здесь проба, я уже показывала такой кулон, но, к сожалению, и этого кулончика уже нет в продаже. Но если поискать, можно выбрать. И, надеюсь, можно найти и такой же камень точно. Просто будет форма другая кулона. Ну, а я покажу украшение, которое я хочу сделать. Двухрядное. Здесь у меня камень тоже реолит. Посмотрите, какой он красивый цвет. Камни обалденные. И авантюрин. Я подобрала такой цвет. Очень хорошо подходит этот цвет авантюрина, так как здесь идет реолит, камень, но здесь с вкраплениями яшмы, как было написано. Но яшмы у меня такой не оказалось. Я подобрала вот такой цвет авантюрина, бусины 10 миллиметров и те. Но вдруг мне не хватит, и я нашла у себя еще вот такие бусинки. Это уже я покупала как змеевик. Он хорошо подходит по цвету. Может быть, мне придется его доставить сзади. Украшение хочу сделать примерно 50 сантиметров и двухрядное. Фурнитуру я подобрала всю вот такую с чернением под серебро. Вот такие бусинки, мне очень они понравились. Я показывала. Но здесь большое отверстие, ничего, мы обыграем бусинами. Они будут придерживать. Или я поставлю внутри бусин поставлю какую-нибудь бусинку маленькую. Ну и замочек вот такой я подобрала. У меня есть цветочек. Хорошо тоже подходит. Думала я поставить на окончание бус в конце вот такие коннекторы. Возможно, тоже пригодятся. Они немного закругленные. И сзади будут, наверное, хорошо прилегать к шейке. Но и у меня не нашлось коннекторов. Я хотела два ряда как-то подсоединить, чтобы они вместе были. Ну, я нашла у себя вот такие вот коннекторы. Посмотрите, красивенькие, да? Очень давно я их покупала. Я делала серьги из таких коннекторов. И вы знаете, они как были в таком цвете, они так и остались. Они не пожелтели и не почернели. Сейчас я покажу даже эти серьги. Очень давно, года 2 назад, наверное, делала. Лежат у меня, я их носила. И эти детальки, видите, они как были такого цвета, так и остались. Мне это очень понравилось, что фурнитура не поменяла цвет. И даже вот такую деталь я покупала. Она тоже осталась вот в таком же прежнем цвете. И вот эти швензы я самый первый раз покупала. Они мне понравились. И видите, они тоже в таком же цвете и остались. Очень хорошие швензы. Вот такие вот коннекторы. Но я все равно покрыла лаком на всякий случай. А случаи бывают разные. И я покрыла лаком даже вот эти бусины, вот эти коннекторы и замочек, застежку. Обязательно, потому что, ну, на всякий случай. Мало ли что может произойти. Вдруг что-то из этой фурнитуры может поменять цвет и будет уже некрасивое украшение. А мне это очень не нравится. Ну и теперь я буду на тросик нанизывать бусины. Я отмерила 2 части тросика по примерно, ну, наверное, 60 сантиметров, чтобы примерно получилось 50, я думаю. Ну, насколько вот мне хватит бусин, как я их растяну, наверное, так и будет. Столько и получится украшение длиной. Ну, а вот между, конечно, бейлом, вот этим, он большой здесь, достаточно крупный. И чтобы он сильно не болтался и надо его как-то прижать, я вот такие шапочки надену.
Они мне очень нравятся. Посмотрите, какие красивые и очень хорошо ложатся на бусинку 10 миллиметров. Вот, посмотрите. И я думаю, прижму этими шапочками, посмотрите. И вот здесь ложится хорошо бейлик. Ну и теперь я буду набирать бусинки. Вот я еще думаю, проставлять мне между бусин. Я думаю, наверное, буду проставлять, скорее всего, гематитом. Вот такой у меня темный гематит есть. Вот такой мелкий-мелкий. Я показывала тоже его в распаковке уже. Видно, да? Очень люблю этот гематит. Он очень маленький. По-моему, 2 миллиметра, уже не помню. И между бусинками его практически не видно, но он дает такой блеск и разделяет бусины. Тем самым я немного увеличу, наверное, и бусинки. Ну, я думаю, хотя он черного цвета. Но сейчас я наберу и покажу вам, что у меня получается. Вот такой набор у меня в итоге получился. То, что я хотела проставить, эти проставочные бусины, они мне не очень понравились. Я подобрала вот такой гематит. Вот такие бусинки. И здесь они очень хорошо смотрятся. Они посветлее, чем черные. Здесь я проставила вот такие бусины. Металлические, плоские. Очень красивые. Они мне нравятся, как они смотрятся. И вот посмотрите, как я скрепила 2 ряда. Вот этим коннектором я поставила его вот так. И если он немножко выпирает с 2 сторон, я уже померила на манекен. Бусы ложатся хорошо, они практически и не мешают. Эти коннекторы с 2 сторон. Немножко, совсем немного. Вот так выпирает где-то. Но ничего страшного, они все равно красиво лежат на шейке. И я решила сделать такую асимметрию небольшую, потому что этих бусин авантюрина у меня было больше, а зелененьких меньше. Поэтому, чтобы это все вместе совместить, чтобы ничего не оставалось, и не добавлять других бусин я не очень хотела. И поэтому я решила так сделать. Теперь я сейчас поставлю вот такие коннекторы сзади на шейку. Я решила все-таки их поставить. И поставлю замочек. Здесь ничего сложного нет. Я, наверное, не буду показывать, как это зажимать. Проведу тросик здесь. Посмотрю, если протекторы. Если они не пройдут в отверстие, я просто проведу тросик. И все. И вернусь к вам. Ну вот, украшение мое готово. Посмотрите, как получилось. Интересно, да? Соединила 2 ряда вот таким интересным коннектором. И рисуночек видно и снизу, и сверху. Такая загадка, да? Можно рассмотреть рисунок сбоку. И сзади я поставила вот эти коннекторы, замочек. Протекторы прошли в отверстие, и я поставила протекторы. Здесь обжимные бусинки закрепила. И хорошо лежит вот эти детальки на шее. Все аккуратненько. И вот такое интересное украшение у меня получилось. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение. Мне интересно, понравилось вам или нет. Ну а я жду от вас комментариев. Если понравилось, поставьте мне пальчики. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.